Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда он слышит от барана Акифа, что сделает Хасан, он очень злится. После того, как Акиф уходит, Дилан очень волнуется и спрашивает барана, что ты собираешься делать. Мы возвращаемся к исходной точке. Баран убеждает Хасана, что сделает все, чтобы помешать ему выйти, но никогда ничего не сделает без согласия Дилана. Первин говорит, что домовладелец позвонил ей, чтобы задать несколько вопросов, чтобы не говорить, что Цеврия ее выгнала. Джевдет настаивает на том, чтобы сесть и выпить кофе, но Первин не садится, потому что боится Цеврии. Когда баран делится с Гэжой Азади тем, что сказал Акиф, она также беспокоится, что ее руки будут в крови, но баран говорит: «Не волнуйтесь, я не буду делать такие вещи, но я проведу исследование, чтобы его можно было наказать». Когда Дилан видит, что Берон обеспокоен, она говорит ему, что любит его, и пытается его мотивировать. Баран произносит слова любви: «Я рад, что ты со мной, свет моих очей». Когда они приближаются, Миран плачет, и когда Берон пытается уйти, Дилан говорит: «Ты нам с сыном очень нужен, не забывай, что мы тебя очень любим, хорошо?» Берон: «Я не забуду, но напоминай мне почаще, ладно? Мне нравится это слышать, я тоже тебя люблю», — говорит он, и пока он хочет его поцеловать, Миран снова плачет. Пока Дилан идет посмотреть на Мирана, Берон оставляет их. Баран приходит в больницу, звонит Ферату, говорит ему расставить людей, никому ничего не рассказывать, увидимся позже, и вешает трубку. Когда баран подходит к двери Хасана, он спрашивает мужчин, есть ли что-нибудь не так, и выясняет, есть ли что-нибудь. Потом, когда он спросил господина Кудрета, как у него дела, господин Кудрет сказал, что его состояние улучшается. Когда врач говорит, он спрашивает, может ли он дать показания. Когда господин Кудрет говорит: «Думаю, он отдаст это мне, сынок», баран говорит: «Если хочешь, иди в особняк». Господин Кудрет говорит, что не хочет идти, «Я все равно ничего не могу сделать». «Так позвольте мне сделать это». Когда баран приходит к Хасану, он вспоминает слова Дилана и говорит: «Отныне я не буду показывать тебе дневной свет, ты пожалеешь, что родился». Когда он выйдет, окажется, что Хасан на самом деле спал. Джевдет тоже недоволен этой проблемой и чувствует горе от того, что его все время обманывали. Когда баран приходит в особняк, он говорит Ферату, что все в порядке, а когда Ферат спрашивает, как он себя чувствует, баран говорит, что ему дали лекарство, и он спит. Когда Ферат говорит, что «я надеюсь, что он никогда не проснется», баран говорит, что ему следует проснуться, чтобы он страдал еще больше. Ферат спрашивает барана, это сработает. Баран говорит: «Мы должны делать это до тех пор, пока не найдем хоть малейшую вещь, из-за которой его посадят в тюрьму. Пока это между нами двумя, никто не узнает». Он говорит, приходит Дилан. Когда Дилан спрашивает, почему вы молчали, когда я пришел, баран отвечает, что мы говорили о сегодняшнем даче показаний Хасаном. Когда он спрашивает, что будет, баран говорит, что будет, он откажется. Когда Дилан спрашивает, освободят ли его тогда, Берон отвечает: «Нет, не выйдет». Потом, когда я сообщаю барану, что приедет мой брат, баран говорит, что с ним все в порядке, я хотел с ним поговорить. Когда Дилан спрашивает, изучили ли вы файл, Берон отвечает, что у него еще нет времени. Когда Дилан говорит: «Если хочешь, давай посмотрим на это вместе», Берон говорит: «Я рад, что ты у меня есть, ты придаешь мне силы, когда ты со мной», и они садятся, чтобы посмотреть на это вместе. Баран плачет, вспоминая, как прямо у него на глазах на том хребте расстреляли его родителей. Когда Дилан видит его таким, он не выдерживает и тоже плачет. Когда Ясмин и Харун пришли искать дом, они очень устали и так и не смогли найти подходящий для них дом. Когда она видит расстроенного Харуна, Ясмин спрашивает, что случилось. Харун говорит, что мне трудно заставить вас искать такой дом, когда он есть. Ясмин говорит: пока ты со мной, я могу жить где угодно, для меня это не имеет значения. В ответ на эти слова Харун говорит: какое доброе дело я сделал, что Бог привел тебя ко мне. Просматривая файл, Дилан замечает, что заявление господина Сиита отсутствует.
Когда Баран немедленно звонит Акифу и рассказывает ему о ситуации, Акиф говорит: «Я не могу сказать, что это принесет какую-то пользу, но, по крайней мере, это поможет снова открыть файл». Когда Дилан задумался, Бэрон спрашивает, что случилось. Дилан говорит, что я спросил отца, сделал ли ты это, он сказал мне, что он был убийцей, ему было очень трудно, очень тяжело быть названным убийцей, хотя он этого не делал, наше детство и юность прошли под сенью этого, и мы, невинные дети, больше всех поплатились за этот грех. Когда Бэрон говорит: «Ты все это время платил за грех, который тебе не принадлежал», Дила говорит: «Я рада, что заплатила за него. Если бы я убежала, я бы не узнала тебя. Вот почему я не сожалею о том, через что мне пришлось пройти. Даже если бы это случилось снова, я бы с радостью вступил на этот путь». Бэрон держит ее лицо и целует в лоб. Звонок в дверь сообщает о прибытии Гуля Джевдета. Пока Джевдет и Ферат говорят о том, что враждебность, которую они переживали все это время, напрасно, Дилан приходит и обнимает Джевдета, называя его своим братом. Когда Дилан не может сдержать слез, Джевдет ласкает ее волосы и призывает не плакать, потому что мы это испытаем. Затем госпожа Азади приходит к Джевдету и говорит: «Я не знаю, что сказать и как это сказать, я не могу смотреть на твое лицо, мы так сильно пытали тебя и твою семью, я этого не знала. Ребенок, которого я родила, был бы таким жестоким, у меня нет сил смотреть на твое лицо, даже если его нет в этом мире, я прощу тебя в загробной жизни». Моя бабушка Ферат права, человек, которого я считал своим отцом, много раз ставил меня на грань смерти, мой брат и Дилан каждый раз мешали мне, но, видите ли, что бы мы ни говорили, мы не можем изменить то, что произошло, тем не менее, я извинись перед тобой от моего имени. Если можешь, если твое сердце позволяет, считай меня впредь своим братом. Баран Джевдет подходит к Ферату и говорит: «Хотел бы мы осознать, что враг внутри нас, но мало ли, люди поддаются гневу и обидам, мы уничтожили друг друга зря». Но с этого момента все изменилось, и он обнимает Джевдета, говоря, что среди нас нет места упрекам и злу, добро пожаловать, брат. Он приходит к Акифу Хасну и спрашивает: «Мы получили разрешение от врача на ваше заявление. Где вы были в день, когда застрелили Айтан Карабей?» Хасан отрицает, что его не было в Мардине в тот день. Что будет, если вынести заявление господина Кудрета на улицу? Ах, господин Кудрет, если бы вы вовремя закончили эту работу, никто бы в вашей семье не пострадал. Но на этот раз я убью его, даже не сломав глаза, он разговаривает сам с собой. Баран и Джевдет говорят о том, что им грустно из-за того, что все, что происходило все это время, было напрасным. Когда Бэрон спрашивает, как мы оставим все это позади, Дилан смотрит вперед и говорит: «Есть Дилан, есть Миран, мы достаточно настрадались, наш долг – обеспечить хорошую жизнь нашим детям». Когда Баран говорит, что Хасан Карабей причинил всем боль, он заплатит за это, Джевдет говорит: «Я доверяю тебе, Хасан не только убийца своей матери, но и убийца моего будущего ребенка, я знаю, что ты не оставишь его позади». И просит разрешения встать. Когда Дилан отсылает Джевдета, Джевдет говорит ей, что все, через что мы прошли, было напрасно, нас бросали с места на место, и Дилан говорит: через что мы прошли, когда были детьми. Мои друзья не пережили бы, через что мы прошли. Джевдет говорит, что с этого момента мы будем жить счастливо с нашими детьми. Я обещаю тебе, брат, никто не сможет оторвать нас отныне, и уходит. Когда Ферат говорит: «Я разговаривал с мужчинами, не хватает всего нескольких ингредиентов», Баран говорит: «Закончите эту работу как можно скорее, Ферат, я не понимаю». Когда Ферат спрашивает, намерены ли вы поехать в летний домик, Баран говорит, что в летнем домике для нас будет безопаснее, но приходит Дилан и говорит: «Собираетесь ли вы пойти в летний домик?» Когда я спрашиваю его, интересует ли его среди всего этого летний домик, Ферат говорит, что нет, это просто рутинная работа. Когда Гуль сообщает Дилану, что кофе готов, Дилан подходит к ней и замечает, что Баран и Ферат что-то замышляют. Они входят в кабинет Барана и Ферата через противоположную дверь, чтобы узнать, что они задумали. Когда Ферат сообщает, что работы по летнему дому завершены, Баран говорит, что эта работа будет завершена сегодня. Когда Бэрон видит, что они входят, он спрашивает, почему он так совершает набег.
Когда Дилан нажимает на него, говоря, что вам нужно кое-что нам рассказать, расскажите нам, что вы задумали, Ферhat говорит, что мы просто говорим о бизнесе. Когда Бэрон Дилан очень настойчив, он говорит: «Хорошо, признаюсь, я планировал сделать сюрприз, чтобы отвезти тебя к тете Береван, но ты, как всегда, все испортил». Когда Бэрон выводит Дилана из комнаты, чтобы сказать «пойдем», Дилан говорит: «Ты меняешь тему, почему ты хотел пойти к тете Береван?» Бэрон убеждает нас проводить время с близкими, потому что он не хочет скучать по прошлой жизни. Когда Ясмин говорит о том, насколько сложны эти свадебные дела, как мы это сделаем, сможет ли она это сделать, Харун говорит: «Не волнуйся, все будет хорошо, пока ты со мной». Джевдет приходит в ресторан и рассказывает о событиях в особняке с Цеврией. Когда Дилан собирается сесть в машину, он спрашивает Бэрона: «Я ничего не понимаю, почему мы едем, когда столько всего происходит, почему бы тебе не поговорить с тетей Береван, Бэрон?» Затем, когда Бэрон молчит, Дилан садится в машину и говорит, что запах все равно выйдет, но продолжает жаловаться. В дороге у Барана звонит телефон, и господин Кудрет говорит, что Хасан пришел в себя и все отрицают. Когда Дилан спрашивает, что случилось, речь идет о Хасане Карабее. Когда Баран говорит, что он все отрицал, Дилан спрашивает, что будет, его сейчас освободят. Баран говорит: «Нет, Хасан отныне не увидит света». Когда дядя Кинан рассказывает Харуну и Ясмин, что они купят и как обустроят дом, Джевдет и Цеври стыдятся Харуна и счастливы, потому что рады мне. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.